Дорогие водолеи, в этом видео мы подробно разберем ваш астропрогноз на сентябрь. Какие возможности откроются перед вами, какие перемены принесут планеты и на что стоит обратить особое внимание. 10 сентября планета Венера меняет знак и переходит в знак Скорпиона, переходит в ваш 10-й дом. И для вас это период признания, привлекательности, карьеры и личного успеха. Главный совет в это время — показывать свои таланты. Вас могут заметить и оценить. Это хорошее время для карьерных возможностей, продвижений и важных знакомств. Работайте над своим образом и профессиональной репутацией. Используйте связи. Люди могут помочь открыть новые идеи. Позвольте себе получать признание за свои достижения. Планета Венера может привносить больше гармонии в рабочие отношения. В этот же день, 10 сентября, планета Меркурий переходит в знак Весы, переходит в ваш 9-й дом. И для вас, водолеи, активируются темы обучения, путешествий, новых идей и расширения мировоззрения. Совет в это время — учиться чему-то новому. Знания могут открыть важные возможности. Будьте открыты к путешествиям, новым культурам и знакомствам. Делитесь своими идеями. Ваши мысли могут вдохновлять других. Хороший период для переговоров, обучения, публикаций и общения с людьми из других стран, сфер. Рассматривайте разные точки зрения, прежде чем принимать решения. Планируйте большие цели и не ограничивайте себя привычными рамками. Еще одно важное событие. 10 сентября планета Уран становится ретроградной в вашем 5-м доме. И для вас это время пересмотра в темах любви, творчества, удовольствия. Совет в это время — вернуться к тому, что когда-то вдохновляло вас. Не бойтесь проявлять свою уникальность. Ваша необычность является вашей силой. Пересмотрите романтические отношения. Где есть свобода и настоящая связь, а где только привычка. Позвольте себе больше радости и творчества, без стремления к идеалу. Старые увлечения или люди могут снова появиться, чтобы дать новый взгляд на ситуацию. Не подавляйте свои идеи. Возможно, пришло время развивать что-то нестандартное. На следующий день, 11 сентября, у нас происходит новолуние в знаке Девы в вашем 8-м доме. Это новолуние будет связано с трансформацией, общими финансами, доверием и глубокой внутренней работой. Совет в это время: загадайте желание, связанное с финансовой стабильностью, вложениями или ресурсами. Разберитесь с тем, что давно требует внимания. Долги, договоренности, эмоциональные привязанности. Отпустите старые страхи и внутренние ограничения. Учитесь принимать помощь и поддержку от других. Хороший момент для глубокого самоанализа и изменения привычных моделей поведения. Доверяйте процессу трансформации. Иногда новое появляется после освобождения от старого. Главная тема — я освобождаюсь от прошлого и создаю новую внутреннюю силу. 14 сентября черная луна покидает знак Стрельца, где находилась приблизительно 9 месяцев, с декабря 2025 года. Черная луна Лилит переходит в знак Козерога, в ваш 12-й дом. И для вас это период внутреннего очищения, завершения старых циклов и работы с подсознанием. Совет в это время: отпускайте прошлое, дайте себе время на отдых и восстановление. Отпускайте прошлые обиды, старые страхи. Обратите внимание на скрытые переживания. Это хороший период для того, чтобы побыть наедине. Хороший период для тишины, медитации, для внутренней работы. Не скрывайте свои планы. Не раскрывайте все планы сразу.
Некоторые идеи лучше сохранить до подходящего момента. 12-й дом — это дом тайн, дом уединения. Доверяйте интуиции и сигналам, которые приходят через ощущения, через сны. 18 сентября планета Херон возвращается в знак Овен, ваш 3-й дом. Возвращает внимание к темам общения, обучения, мышления, ближнего окружения. Совет в это время — учиться говорить о своих мыслях и чувствах открыто. Обращайте внимание на старые раны, связанные с что вас не слышали или не понимали. Хороший момент развивать навыки общения, учиться или делиться знаниями. Будьте внимательнее в разговорах с близкими людьми. Не бойтесь выражать свое мнение. Ваш голос имеет значение. 23 сентября у нас происходит осеннее равноденствие. Это когда день и ночь равны. Солнце переходит в знак Весы, ваш 9-й дом. Для водолеев это период расширения горизонтов, обучения, путешествий и новых взглядов на жизнь. Совет в это время — открыться новым возможностям, людям и идеям. Планируйте поездки или проекты, которые помогают вам расти. Пересмотрите свои убеждения. Делитесь своими идеями и опытом с другими. Позволяйте себе выйти за пределы. Главная тема — я расширяю свой мир и открываю новые пути. 26 сентября полнолуние переходит в знак Овен, переходит в ваш 3-й дом. Полнолуние — это всегда завершение, подведение итогов. Полнолуние всегда нам что-то подсвечивает. И это полнолуние будет подсвечивать темы общения, обучения, информации. Совет в это время — завершить какой-то важный разговор или выразить то, что давно вы держали в себе. Обратите внимание на документы, договора, важные решения. Говорите в это время честно, но избегайте резкости в словах. Пересмотрите отношения с близкими, родственниками. Не бойтесь отстаивать свое мнение. Ваш голос сейчас имеет силу. 28 сентября планета Марс переходит в знак Льва, переходит в ваш 7-й дом. И это период отношений, партнерства, сотрудничества и взаимодействия с другими людьми. Марс во Льве в 7-м доме. Главный совет — будьте активнее в отношениях, откройте разговор. Открытый разговор может много изменить. Проявляйте инициативу. Хорошее время для новых союзов, сотрудничества. Проявляйте свои желания, но избегайте борьбы за лидерство. Ищите баланс между своими потребностями и потребностями партнера. Люди вокруг могут стать источниками мотивации и новых возможностей. Главная тема — я создаю сильные союзы, сохраняю свою свободу и индивидуальность. Еще одно очень важное событие. 30 сентября планета Меркурий переходит в знак планета Меркурий переходит в знак Скорпиона, переходит в ваш 10-й дом. Активирует темы карьеры, профессиональных достижений, целей и стратегических решений. Совет в это время — используйте силу слова. Важные разговоры, переговоры могут привести к результату. Анализируйте свои карьерные цели и ищите скрытые возможности. Это хороший период для планирования, исследований и важных решений. Не бойтесь говорить о своих амбициях и профессиональных целях. Некоторые планы лучше пока держать при себе и готовить стратегически. Доверяйте своей интуиции в рабочих вопросах. И главная тема этого транзита — я действую мудро, стратегически и создаю свой профессиональный успех. Дорогие водолеи, пусть энергия звезд принесет вам свет, любовь и новые возможности. Спасибо, что были со мной.
Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие прогнозы. До скорой встречи!